Это произошло в начале осени. Воздух уже был прохладным, ветер срывал с деревьев первые желтые листья. Город жил своей привычной суетой, люди спешили по делам, машины сигналили в пробках, магазины манили витринами, и где-то посреди этой шумной, равнодушной жизни происходила маленькая трагедия, которую почти никто не замечал. Я шла домой с работы, когда впервые увидела ее. Тощее, исхудавшее тело, облезлая шерсть, ребра, торчащие сквозь кожу, и глаза, в которых было столько страха, боли и мольбы, что сердце мое дрогнуло. Это была собака. Она стояла у дороги возле небольшого пустыря и, кажется, что-то искала взглядом. Несколько человек прошли мимо, кто-то фыркнул, кто-то свернул в сторону. А она стояла, как вкопанная, провожая каждого прохожего взглядом. Я замедлила шаг. Мы встретились глазами. И тут я увидела, у нее были слезы. Настоящие. Не от ветра, не от пыли, не от болезни, а от отчаяния. Она не лаяла, не скулила, не приближалась. Просто смотрела, как будто умоляла. «Помоги!» Я подошла ближе. Она тут же отступила на пару шагов, прижав уши, но не убегала, просто наблюдала, настороженно, но с какой-то надеждой. Я осторожно села на корточки и заговорила с ней тихо. «Привет, девочка. Ты чего здесь? Ты одна?» Она продолжала молчать. И тогда я увидела их. В траве чуть дальше прятались 6 крошечных щенят. Худенькие, слабенькие, едва стоящие на лапках. Один из них пытался подползти к матери, но тут же упал. У него не было сил. У них всех не было сил. Они были голодны, измождены, и все, что у них было, это их мама, которую позже я назвала Лиза. Лиза исчерпала все, что могла. Она отдала свое молоко до последней капли, отдав все ради них. И теперь стояла между миром и своими детьми, уставшая, хрупкая, но полная решимости. Я побежала в ближайший супермаркет, купила банку детского питания, немного курицы и одноразовые миски. Вернувшись, я снова села неподалеку. Она снова смотрела, не двигаясь. Я поставила еду на расстоянии. Не слишком близко, но достаточно, чтобы она могла почувствовать запах. Один из щенят начал ползти к запаху, но Лиза тявкнула. Тихо, но твердо. Она еще не была уверена во мне. Прошло минут 10, прежде чем она сделала первый шаг. Один. Потом второй. Я не двигалась. Она подошла ближе, понюхала миску. Потом осторожно лизнула. Оглянулась на щенков, а потом начала есть. Осторожно, с недоверием, но с отчаянной нуждой. Я не могла сдержать слез. Это были не просто голодные собаки. Это была мать, защищающая своих детей в мире, который отвернулся от нее. На следующий день я вернулась. И в последующие дни тоже. Я приносила еду, воду, чистые тряпки. Лиза все еще сторонилась, но щенки стали узнавать меня. Они начали вилять хвостиками, встречать, даже играть. Лиза наблюдала, но уже без страха. А потом, однажды, она подошла ко мне и положила голову на колени. Молча. Просто так. В этот день я поняла, пора ехать к ветеринару. Перевести Лизу с 6 малышами было непросто. Но мы справились. Я вызвала знакомого зооволонтера, и вместе мы загрузили Лизу в переноску, а щенков в корзинку. Они не сопротивлялись, будто чувствовали, что их ждет что-то хорошее. В ветеринарной клинике их осмотрели. Щенки слабые, но жизнеспособные. Лиза истощенная до предела. У нее почти не работала пищеварительная система, организм перешел в режим выживания. Ей назначили капельницы, витамины и только жидкую пищу. Ей дали уголок с мягкой подстилкой, лампу обогрева и покой. Я оставалась рядом, как могла. Возила лекарства, следила за кормлением,
помогала убирать. За неделю Лиза перестала дрожать при приближении человека. За 2 начала вилять хвостом. А через месяц превратилась в собаку, которую невозможно было не полюбить. Щенки тоже восстанавливались. Они росли быстро, бегали, играли друг с другом, падали, визжали и прыгали на Лизу. А Анна терпела, как настоящая мама. Даже когда уставала, даже когда сил не оставалось, она была рядом. В ветеринарной клинике никто не остался равнодушным. Персонал подкармливал их, делал фотографии, выкладывал в соцсети. И однажды начались звонки. «Мы видели щенков на вашей странице, можно приехать посмотреть?» «А это мамой, она такая милая. Ее кто-нибудь уже забрал?» «У вас остался кто-нибудь? Мы бы хотели взять девочку». Один за другим щенки находили дома. Надежные, добрые люди, готовые на ответственность. Я лично беседовала с каждым, смотрела условия, спрашивала про предыдущий опыт. Мне было важно, это не просто собачки. Это дети, за которых Лиза боролась изо всех сил. И вот наступил день, когда все щенки уехали. Кроме Лизы. Она осталась и смотрела в пустую комнату, где недавно резвились ее малыши. Несколько дней она искала их, тихо поскуливала у двери. Я снова плакала, а потом взяла ее на руки и прошептала: «Все хорошо, мама. Ты тоже заслуживаешь дом». Сначала я думала найти для Лизы приемную семью. Но чем больше времени мы проводили вместе, тем яснее я понимала. Она уже дома. Со мной. Она стала спать у моей кровати, встречать меня у двери, приносить игрушки. Ее глаза стали другими, в них больше не было боли. Только благодарность. Сейчас Лиза — счастливая, ухоженная собака. Она гуляет по парку, бегает за мячиком, играет с другими собаками. Люди на улице спрашивают: «Это вы ее спасли? Мы видели посты». А я улыбаюсь и отвечаю: «Это она спасла нас». Она напомнила, что в мире есть место для сострадания, даже когда кажется, что все отвернулись. Дорогие зрители, если вы дочитали эту историю, спасибо. Если вам понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Может быть, именно вы станете тем человеком, кто протянет руку помощи тому, кто молча смотрит в глаза и ждет чуда. До новых встреч. И не проходите мимо. Жизни можно изменить одним поступком.